Вы на канале Лит-клуб. Читает Галина. Виктор Петрович Астафьев. Стрижонок Скрип. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме-стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли, и стрижонку казалось, что эта мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц. А самой мамы не было. «Скрип!» – позвал ее стрижонок. «Скрип! Скрип! Скрип!» – повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружней запищали. «Скрип! Скрип! Скрип!» И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли. «Скрип!» – послышалось издалека. «Так это же мама прилетела», – догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип», – сказал он, – «еще, мол, хочу». «Скрип, Скрип», – радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас». И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он, что было духу, закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место. Да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели пить. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, а точнее ласточки-береговушки. И были у них папы и мамы. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли, приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой. Стрижонок Скрип подрос. У него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы-стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть! А еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветреные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип, и чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно. Но Скрип был храбрый стрижонок, он полз и полз. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы.
Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла вглубь норки и раз его клювом по голове. Сказала сердито: «Скрип, скрип!» И еще по голове, и еще по голове. Очень рассердилась мама-стрижиха, очень сильно била Скрипа. Должно быть, там за норкой опасно, раз мама-стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей? Сидит на вершине березы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос Скрип, догадываться стал об этом. Ему делалось жутко, когда там за норкой раздавалось пронзительное «Тиу!». Тогда мама-стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и тоже, крикнув грозное «Тиу!», мчалась из норки. И все стрижи с криком «Тиу!» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи все как один. Коршун и ворона скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела. Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом, разбойником-соколом. Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей Белая Брюшка дал отбой, крикнув победоносное «Тиу!». Но мама-стрижиха еще гналась за соколом, чтобы уж навсегда отвадить его летать к стрижиным норкам. Тут сокол круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло. Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал ее. И братцы, и сестренки тоже звали. Мама-стрижиха не появлялась, не приносила еду. Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами. И только Скрип был с братьями и сестренками без мамы. Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется. Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи. Ночью к ним нырнул вожак Белая Брюшка, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассвело, в норку к Скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак Белая Брюшка. Выросли стрижата, не пропали. Пришла пора покидать им родную норку. Как говорят, становиться на крыло, самим добывать себе пищу и строить свой дом. Это было радостно и жутко. Скрип помнит, как появился в норке вожак Белая Брюшка. Вместо того, чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белая Брюшка не обращал внимания на писк Скрипа, подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу. Ну что было делать Скрипу? Не падать же! Он растопырил крылья и полетел. И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые, все-все, и погнали его от норки всей стаей, навстречу ветру, навстречу ослепительному солнцу. «Скрип! Скрип!» – испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собой воду. «Скрип! Скрип! А если я упаду?» – с ужасом подумал он. Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом. Потом крики стрижей остались позади. Свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам, один, летает над рекой. И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру.
Скрип! И закружился над рекой, над лесом. Даже в облако один раз залетел, но там ему не понравилось, темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь ее брюшком. А потом Скрип и сам стал помогать стрижам. Вытаскивал из норок стрижат и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами и кричал: «Скрип! Скрип! Держи его! Догоняй!» И ему было весело смотреть, как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полет, вечный полет. Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. Ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полете, и оттого надо им все время есть, все время пить. Но день кончился. Он еще раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти ее не смог, ведь снаружи он никогда не видел свою норку, а сейчас все норки казались ему одинаковыми. Норок много, разве их различишь? Скрип сунулся в одну норку, не пускают, в другую, не пускают. Все стрижинные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу. На берегу страшно, в норке лучше. И Скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими когтями, выклевывал ее и уносил к воде. Снова возвращался к яру и опять клевал, скреб, а в землю подался чуть-чуть. Устал Скрип, есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит. Он немного покормился над рекой и завалился спать в свою совсем еще неглубокую норку. Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижинному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами. Ну ничего, попались ребятишки, хорошие, выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул: «Тиу!». Все стрижи высыпали из норок. Глядят, никого нет. Ребятишки уже ушли, сокол не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа, но пожалели, молодой еще. Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житье, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался вглубь яра, что норку эту отличал уже ото всех. Как-то опять пришли мальчишки. Засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, а достать не могут. Скрип вертел головою и, должно быть, насмешливо думал: «Шалишь, братцы-мальчишки, и вообще совесть надо иметь». Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта, сделался стремительным, сильным. Но вот от чего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках, а все летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к одному. А потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину и снова сбивались в стаи, и снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего, и в конце августа на рассвете вдруг услышал призывный голос вожака Белое брюшко. «Тиу!» – крикнул вожак. В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлет. Взмыл Скрип и видит, все небо клубится. Тучи стрижей летят к горизонту. «Тиу!» – звал вожак. И стайка Скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой разгорающуюся в небе зарю. «Скрип! Скрип!» – тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем. «Скрип! До свидания!» – крикнул стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли. «До свидания, Скрип! До свидания!»
«Прилетай в свою норку!» – кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки. Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето. Прилетают они в одну ночь и приносят с собою лето. Скучно без стрижей на реке, чего-то не хватает. Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее. Приноси нам на крыльях лето. Ответы на вопросы на странице 109-110. Вопрос первый. Как стрижонок Скрип появился на свет? Как прошли первые дни его жизни? Чему важному хотела научить стрижонка мама? Ответ. Птенчик вылез из яйца и увидал дальний свет. Сразу же он начал греться маминым теплом и уснул рядом с ней. Когда стрижиха улетела в поисках еды, Стриж вместе с собратьями пищал и звал ее. Он не понимал, почему мама отталкивает его, пока кормит других. Но стрижиха объяснила, что все равноправны. Она строго-настрого запретила забирать у собратьев еду, пытаться ухватить больше. И понимать это надо с первых дней жизни. Вопрос второй. Какие слова выбирает автор, чтобы рассказать о стрижихе? Согласен ли ты с тем, что она была хорошей матерью? Объясни. Ответ. Для описания мамы главного героя Виктор Петрович использует трепетные слова, говорит о ней с любовью, нежностью и состраданием. Маме стрижихи была свойственна справедливость и строгость. Она воспитывает в детях правильные черты, которые сделают из них гордых представителей рода, защитников будущего поколения. Но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли, приносила их детям. Я полностью солидарен с указанным утверждением. Стрижихе приходилось очень тяжело. Она воспитывала детей совсем одна, без помощи и поддержки. При этом птица всегда оставалась идеальной мамой. Она успевала и покормить малышей, и проследить за ними, и воспитать. Автор говорит, что еда, принесенная ею, была невероятно вкусной. Это заслуга материнской любви. Когда Стриж чуть не вывалился из норы, стрижиха наругала его, ведь безумно испугалась. Стрижиха воспитывала своих детей согласно нормам морали, учила их быть дружными и справедливыми. Она переживала за птенцов и рассказывала об окружающих опасностях, готовила к взрослой жизни. Еще стрижиха была бесстрашной, способной на самопожертвование ради родных. Вопрос третий. Почему стрижата остались одни? Как писателю удается показать, что стрижи очень дружные? Ответ. Мать стрижат ждала очень печальная участь – смерть в бою с соколом. И совсем еще маленькие птенцы остались сиротами. Но благодаря дружности стрижинного рода им удалось выжить. Их спасли другие взрослые стрижи, согревали, кормили, поили. Дружно налетели стрижи, все как один. Мне очень жаль стрижиху, и я очень рад, что их роду свойственна поддержка друг друга. Вопрос четвертый. Как стрижонок Скрип научился летать? Какие слова помогают понять его состояние? Ответ. Птенчики уже подросли, и настало время для полетов. Вожак стрижей вытолкнул Скрипа из норы, тот раскрыл крылья и взлетел. Другие взрослые птицы-стрижи сопровождали его, не позволяя упасть. Скрип проносился над просторами и вскоре понял, что справляется уже сам. Его переполняли замечательные эмоции. Восторженное состояние передают следующие слова. И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру «Скрип!» и закружился над рекой, над лесом. Такое еще необычное, новое умение дало герою возможность увидеть всю окружающую красоту, открыть для себя новый мир. Ведь ранее его кругозор был ограничен, а сейчас он не имеет краев. Летай сколько хочешь, смотри сколько хочешь, наслаждайся легкостью полета сколько хочешь.
Несомненно, это было ощущение невероятного счастья. Вопрос 5. Почему скрип оказался в руках ребят? Что он почувствовал в этот момент? Ответ. Жизненный путь скрипа был наполнен различными приключениями. И вот однажды с ним произошла неприятная ситуация. Попал герой в плен к детям. Когда скрип вырос, настало время строить независимый дом. Он вырыл нору, но не надлежащей глубины. Она была такой, что рука человека могла туда проникнуть, и тем более ручка ребенка. Видимо, так сказалась неопытность и усталость героя. Из-за этого уже вскоре скрипа схватил мальчишка, что нашел нору. Можно только представить, что чувствовала эта птица, попав в страшные руки врага. Автор детально не описывает состояние скрипа, но, скорее всего, это был неимоверный страх и чувство бессилия. Думаю, у него колотилось сердце, чуть ли не выскакивая из груди. Ведь он понимал, что люди могут сделать с ним все, что угодно, при этом никто не сможет помочь. К счастью, ребята оказались не жестокими и не издевались над такой находкой. Они отпустили птицу на волю. Мне кажется, в этот момент наш герой не мог поверить своему счастью и за несколько последних минут впервые вздохнул полной грудью. Вопрос 6. Как писатель относится к поступку мальчиков? Обсудите с другом. Ответ. Мальчики поступили сначала плохо, но затем исправились. Нельзя доставать из гнезд птенцов или каких-либо других животных. Они очень пугаются и тяжело переживают это. При этом такое поведение может быть опасно не только для природы, но и для самого человека. При этом автор называет мальчишек хорошими, ведь они не стали издеваться над птицей, а выпустили ее на волю. Хорошо, что скрипу попались именно такие ребята. Теперь он точно сделает себе такую нору, как следует, и будет в безопасности. А могло же закончиться и по-другому. Вместо этих мальчиков мог бы попасться озорной, невоспитанный, жестокий хулиган, либо какой-то хищник. Тогда все закончилось бы плачевно. Вопрос 7. Отчего стрижи стали беспокоиться? Почему, прощаясь с родным краем, они кричали тревожно и тоскливо? Для чего автор выбрал именно эти слова? Ответ. Наступил конец летнего периода. Именно тогда стрижи начали вести себя беспокойно. Они понимали, что совсем скоро придется расставаться с родными краями и отправляться в дальний путь. Также они осознавали, что этот путь будет тяжелым, а места, в которых придется жить, незнакомыми. И не всем им удастся выжить в столь опасных условиях, и не все вернутся домой. Поэтому такое необычное поведение птиц в тот период вполне оправдано. Я думаю, что автор выбрал такие слова, так как они наиболее точно передают состояние страдающих птиц. Тревога из-за предчувствия чего-то неведомого, опасного, тоска из-за расставания с родными местами. Читая о таких изменениях в жизни птиц, мне самому стало не по себе. Я искренне надеюсь, что путь их будет легким и все они выживут. Вопрос 8. Подумай, что Астафьев мог наблюдать в жизни, а что создал своим воображением, фантазией, когда сочинял историю про стрижонка Скрипа. Как писатель использует прием олицетворения, оживил историю. Ответ. Я думаю, что Виктор Петрович мог видеть маленьких стрижат, которые учатся летать, стрижей, которые спасаются от хищников, норки этих птиц, перелет в теплые края, или видел, как кто-то держит в руках стрижа. А вот то, как стрижиха воспитывала детей, как на помощь птенцам пришли другие представители их рода, эмоции стрижей – плод воображения писателя. Также, думаю, сложно было бы заметить переживания птиц в конце лета. Да, все люди знают, что птицы улетают в теплые края, но о том, что переживают они это тяжело, я, например, узнал впервые. Благодаря олицетворению Виктор Петрович наделил птиц человеческими качествами, чувствами, эмоциями. Таким образом, мы лучше понимаем все особенности их жизни. Мы и переживаем с ними, и грустим, и испытываем страх. Я, например, как будто вместе со стрижами переживал все события.
И это благодаря таланту писателя. Вопрос 9. Что ты можешь сказать об авторе этого произведения? Какой он человек? Как относится к природе? Где ты будешь искать информацию? Запиши в рабочую тетрадь. Ответ. Виктор Петрович – известный советский и русский писатель-прозаик. Еще совсем ребенком он остался сиротой и воспитывался бабушкой и дедушкой. Писатель был влюблен в природу и посвятил ей много произведений. Астафьева считают признанным мастером, который чувствует все живое. С помощью темы природы он затрагивает глобальные проблемы, в том числе личностные. Писатель умел сострадать и учил этому своих читателей. Он просит не забывать, что природа и человек – единое целое. Информацию я искал в интернете и в библиотеке школы. Вопрос 10. Раздели текст на части, озаглавь каждую из них. С помощью плана перескажи произведение от имени Стрижонка Скрипа. С каких слов ты начнешь свой рассказ? Почему? Ответ. План. 1. Неизвестный свет. 2. Мамина наука. 3. Стрижиха пропала. 4. Дружность стрижей. 5. Стриж научился летать. 6. Новое жилье. 7. В руках мальчиков. 8. Тревожность стрижей. 9. Отправление в теплые края. Я начну со слов. Однажды я появился на свет, потому что они сразу дают возможность понять, о чем будет идти речь в рассказе. Дальше я буду рассказывать о маминой заботе, воспитании и так дальше по плану.